На улице Варуку, рядом с которой я вырос, которая неоднократно появлялась на этом канале, как вопиющий образец запущенности, город наконец-то решил сделать реконструкцию. Огромные поля истоптанного газона, ужасного качества асфальта, как для пешеходов, так и для автомобилистов, поля парковки с лужами и грязью, опасные переходы и недоступная городская среда. Конечно же, подобные улицы в 22 году 21 века кажутся просто недопустимыми. Так давайте же пофантазируем и подумаем над тем, что действительно могло появиться на месте этой улицы. Если мы на секунду представим, что мы оказались на месте проектировщика здорового человека, то первым делом мы должны понять, для кого мы делаем улицу, какая у нас цель. Для того, чтобы понять, для кого мы делаем эту самую улицу, достаточно просто посмотреть вокруг. И посмотрев вокруг, мы можем увидеть то, что улицу Варуку окружают жилые дома и детская музыкальная школа, из чего мы можем сделать вывод, что спокойное движение и безопасность является для нас первостепенным приоритетом. Как вы можете вспомнить из моего видео про пользу ограничения скорости в городе, при снижении скорости с 50 до 30 км в час, смертность на дорогах снижается просто многократно и очень колоссально. Если мы обращаемся к статистике, то мы можем узнать, что при наезде на человека со скоростью 30 км в час лишь 10% случаев заканчиваются летальным исходом. А в то время как, увеличив скорость всего лишь на 20 км до 50 км в час, цифры абсолютно полностью переворачиваются с ног на голову, и получается, что летальный исход составляет уже целых 80%. При этом всем нам не требуется никаких особых водных ресурсов. Нам достаточно просто определить для самих себя то, что это наш приоритет. Однако, если мы посмотрим на проект этой улицы, то мы увидим то, что никакого намека на 30 километров в проекте нету. И то же самое нам подтверждает слушание этого проекта, когда на аналогичные вопросы, которые люди задавали, был получен однозначный ответ, то, что ограничение скорости в 30 километров на данный момент на этом участке не планируется. Соответственно, мы уже видим пренебрежение первостепенным приоритетом. Если мы на секунду включим голову, то у нас сразу напрашивается закономерный вопрос. А как сюда будут добираться дети? Потому что у детей нет автомобилей, у детей нет автомобильных прав. Соответственно, мы сразу понимаем, что второстепенный приоритет этой улицы заключается в том, чтобы сделать ее доступной пешком, сделать ее доступной на общественном транспорте и сделать все возможное, чтобы дети могли доходить до своей школы в безопасности и комфорте. У меня есть сегодня проект, который я взял прямиком из сталинской мэрии. У меня есть проект этой улицы, и я хочу сегодня подробнее его разобрать. Но если мы открываем проект, то мы сразу видим, что проектировщикам было недостаточно просто взять, обновить и реновировать вот эту парковку и вот эту парковку. Им понадобилось построить еще две дополнительные. И что самое интересное, вместо того, чтобы взять вот эту вот остановку и подвинуть ее ближе к музыкальной школе, мы видим в очередной раз полное пренебрежение какими-либо приоритетами, и мы видим, что напротив школы у нас опять находится парковка, потому что, видимо, так быстрее и ближе. Мало кто знает, но вместо школы музыкальной изначально тоже планировали сделать парковку, но потом решили, что совсем урбанисты развоняются, пришлось школу оставить. Это настолько глупые ошибки, то что изначально я обратился в сталинскую мэрию и задал им, соответственно, вопросы, которые у меня возникли к этому проекту. Я задал вопрос, почему вместо того, чтобы расположить близко к школе автобусную остановку, вы располагаете в очередной раз парковку. Но по итогу я получил ответ, что остановка была расположена дальше от музыкальной школы в целях безопасности. По словам горуправы, остановки были расположены подобным образом для того, чтобы повысить безопасность, и пешеходы не появлялись из ниоткуда. Возможно, глупость просто заразна, и она передается как-то по воздуху, но я все глаза себе просмотрел на этом проекте, и я категорически не понимаю, откуда может взяться внезапно человек, где находится это самое из ниоткуда. У вас есть две полосы движения, по одной в каждую сторону. Эти полосы разделены между собой островком безопасности, то есть у вас в одну сторону движется максимум один ряд автомобилей. При этом всем у вас есть хорошая просматриваемость на этом углу. Каким образом пешеход здесь может выбежать внезапно? И тут на ум сразу приходит другой вид общественного транспорта, а именно трамвай, потому что если вы когда-нибудь обращали внимание, то вы могли заметить, что трамвай на остановке всегда находится крайне рядом друг с другом и обычно находятся параллельно друг другу.
Однако почему-то трамвайной безопасности это никак не мешает. И ответ на этот вопрос прост. Просто потому, что создатели трамвайных остановок додумались сделать расстояние между первым вагоном и ближайшим пешеходным переходом примерно в 20-30 метров. За эти 20-30 метров трамвай успевает начать движение и опередить пешехода. И тем самым этот самый пешеход не мешает трамваю и не появляется из ниоткуда. Так что вам мешает применить ровно все то же самое решение на примере с автобусами? Скорее всего, я имею смелость предположить, что просто данное решение было принято человеком, который прилип пятой точкой к креслу своего кредитного автомобиля и просто забыл о том, как можно смотреть глазами на мир не из окна своего автомобиля. Ни о какой безопасности здесь речь не идет. И тем не менее, если мы вернемся в кресло проектировщика здорового человека, то вы можете помнить, что я многократно в своих видео упоминал, что любая улица, как в принципе весь город, должны проектироваться и исходить из той самой моей любимой пирамиды городской мобильности. Главная идея и посыл заключается в том, что пешеход — это самый активный, здоровый и дешевый участник движения в городе. И то, что город должен этого самого максимально выгодного участника как можно больше поощрять. И в этом моменте у большинства автомобилистов рвется шаблон, они начинают восклицать о том, что как это пешеход является самым выгодным участником движения. Пешеход не платит налогов, пешеход не платит за парковку, пешеход не платит топливного акциза. Каким образом пешеход является самым выгодным? Тут достаточно просто посмотреть в корень проблемы и задаться вопросом, откуда вообще в принципе эти все налоги и акцизы взялись, потому что в глазах обычного человека, в глазах обычного автомобилиста подобные акцизы и налоги, они всегда появляются от того, что ужасное злое правительство, неважно, Ригикогу на уровне города или где-либо еще угодно, просто абстрактное ужасное злое правительство пытается обобрать бедный простой народ. Но если мы смотрим в корень проблемы, то мы можем узнать, что на самом-то деле все автомобильное движение практически полностью субсидируемое из бюджета города, из бюджета государства, потому что на самом деле автомобили невероятно убыточные. Автомобили занимают очень много места, которое в городе стоит очень дорого. Автомобили используют очень много инфраструктуры, которая очень быстро приходит в негодность и которую постоянно приходится ремонтировать. Автомобилисты, они не выходят во время своей поездки просто так спонтанно на улицу и не заходят в кафе, магазины и не смотрят в витрины. Соответственно, они не приносят прибыли местному бизнесу. И вишенкой на торте еще является тот факт, что автомобилисты являются самыми нездоровыми в физическом и психическом плане людьми, потому что любому человеку для того, чтобы быть здоровым физически и психически, приходится постоянно двигаться. И когда человек постоянно ходит пешком, использует общественный транспорт, использует мобильный транспорт вроде велосипедов, он постоянно получает достаточное количество физической активности в день. У него гораздо выше самочувствие, у него гораздо лучше психическое здоровье, у него гораздо лучше физическое здоровье. В то время как автомобилист, мало того, что гораздо меньше двигается, так он еще и гораздо больше времени проводит сидя, так он еще и гораздо больше стресса получает, потому что велосипедист или, условно, я не знаю, самокатчик, пешеход, они от своего движения не получают стресса. И, соответственно, пешеход выгоднее городу не только напрямую, потому что его инфраструктура стоит гораздо дешевле, места он занимает гораздо меньше, и денег местному бизнесу он приносит гораздо больше, но еще и он не нагружает систему здравоохранения. И, к сожалению, у нас до сих пор очень популярно автоцентричное мышление, когда мы сначала смотрим на какие-то солидные конструкции, которые в случае нормального города являются обычно деревьями и зданиями. В случае Таллина это только здания, потому что, деревья, вообще, кому какое до них дело вообще есть, новые посадим, ничего страшного. Мы находимся на улице Пронкси. Сегодня здесь срубают деревья, которые по своему возрасту могут посравниться и превзойти многих членов правления нашего города. И для того, чтобы такого избежать, нужно иногда выходить из своего автомобиля. Но если мы опять же вернемся в кресло проектировщика здорового человека, то должно быть все ровно наоборот. Мы действительно сначала определяем солидные конструкции вроде зданий и растений, потому что растения мы тоже не должны трогать, мы не должны менять расположение растений, мы не должны убивать старые растения и сажать новые, просто потому что нам так удобнее рисовать. Мы должны подстраиваться под деревья, потому что деревья являются частью города. Это не что-то, что мы можем срубить и посадить новое. Тем не менее, после этого мы думаем над тем, как здесь будут ходить пешеходы, как у нас будет здесь двигаться общественный транспорт, и только после этого, когда у нас есть все пешеходные дорожки, когда у нас есть все расположения всех остановок общественного транспорта, только после этого мы
начинаем думать над тем, как у нас здесь поедут автомобили. И особенно показательно непонимание этого принципа. В этом проекте мы можем увидеть на участке около моста. У меня есть еще фотография распечатанная. Если мы открываем проект в районе моста, мы можем здесь увидеть очень интересную загогулину, которую никак здоровый человек себе объяснить не может. Я долгое время сидел, и я пытался понять, зачем здесь вообще нужен этот выступ? Что за бред? Почему мы в очередной раз заставляем людей проходить лишние метры? И возвращаясь обратно к народным тропам, мы видим, что здесь уже есть протоптанная тропа прямо вперед, потому что люди не ходят под углами. Если человеку надо на остановку, он пойдет просто по прямой на остановку, он не будет заворачивать вот так вот. Соответственно, у вас уже есть тропа, которая вам явно показывает о том, что люди ходят прямо. Зачем вы в очередной раз ломаете их маршрут? В ответ на мой вопрос о том, зачем нам нужен здесь этот бугорок и зачем... Это ты меня рад видеть или это у тебя улица встала? Ответ, что называется, убил, потому что в ответ на мой вопрос о том, зачем нам в принципе нужен вот этот бугорок, зачем нам нужна эта загогулина и почему мы в очередной раз заставляем пешеходов ходить лишние пару десятков метров, таллинская мэрия мне ответила следующее. Выбор места и расположения был выбран по принципу безопасности, а именно по перпендикулярному расположению. Мне было, конечно, очень интересно, откуда в принципе было взято это правило про то, что пешеходный переход обязательно должен быть перпендикулярно, потому что, если мы посмотрим на площадь, например, если мы посмотрим на то, как это сделано на улице Виру, если мы посмотрим на то, как это сделано на центральных улицах многих городов, то как бы ни о какой перпендикулярности там даже речи не идет. И если мы даже представим то, что на этой улице у нас есть нормальное ограничение в 30 километров, а не 50, то тоже не очень понятно, какое влияние эти пару градусов оказывают на безопасность пешеходов. Но, тем не менее, даже насколько цинично постоянно слышать вот эти разговоры о безопасности. Уже второй раз за это письмо мне говорят о безопасности люди, которым абсолютно все равно на безопасность. Я просто обожаю вот эту категорию людей, категорию автомобилистов, которые с пеной у рта тебе будут говорить о том, что подземные пешеходы нужны для безопасности самих же пешеходов. Велосипедистов нужно запретить, потому что это опасно для велосипедистов. Но как только ты им предлагаешь снизить ограничение скорости с 50 до 30, которая на скорость движения в городе практически никак не влияет, зато просто колоссально повышает безопасность и выживаемость при столкновениях, они готовы с пеной у рта тебе доказывать, то, что нет, мы не будем отказываться от прогресса ради вот этих безопасности, потому что 2 минуты моего времени каждый день гораздо важнее, чем чья-то жизнь. Вы, что называется, либо трусы наденьте, либо крестик снимите. И даже если мы представим, что вот эти действительно пару градусов, они так важны для безопасности, возникает в очередной раз вопрос, почему мы опять заставляем пешеходов проходить лишнюю дистанцию. У нас есть прекрасная возможность искривить дорогу так, чтобы снизить скорость у въезжающих автомобилей и напомнить автомобилистам, что они въезжают в жилую зону. А я напомню то, что эта улица находится между музыкальной школой, куда ходят дети, и жилыми домами. Мы можем в очередной раз напомнить то, что здесь нельзя быстро ездить, искривить дорогу, заставить их физически замедлиться, положить там лежачий полицейский. Но вместо этого мы в очередной раз заставляем пешеходов проходить лишние метры. Другой отличительной чертой этого без малого замечательного проекта является то, что проектировщики здесь вообще не изменяют себе и проектируют улицу по так называемой методике классического бёрдшита, когда мы не думаем о том, как здесь будут ходить люди, мы не думаем о том, какие здесь потоки людей, откуда кто идет. Проектировщик просто чертит все дороги под 90 градусов, потому что ему так удобней. И в своем изначальном посте я допустил ошибку и сказал о том, что вот эта дорога, которая здесь находится, это тропа. Но, как мы видим, на самом деле здесь давно уже лежит асфальт, и здесь была изначально тропа, которую потом заасфальтировали. И сразу напрашивается вопрос, а почему тогда нельзя в проекте сразу взять и заасфальтировать популярные маршруты для людей? Почему нам нужно подождать, пока они походят по грязи, и только потом понять, что мы допустили ошибку? И в ответ на этот вопрос я получил ответ от Гуру Правы в стиле того, что мы не можем создавать все возможные дороги, потому что это дорого, нецелесообразно, и вообще мы сейчас создадим лабиринт из тротуаров, что уже звучит очень абсурдно. И на самом деле это, как обычно, мы видим здесь очень четкий приоритет того, что нужно расширить и обновить 2 парковки. Конечно, деньги есть. Нужно построить 2 новые парковки. Конечно, на это деньги у нас тоже всегда найдутся. Построить тротуар.
вы в своем уме, это дорого и нецелесообразно. Оправдываться тем, что у вас нет денег, очень-очень странно, когда при этом всем вы умудряетесь найти деньги на расширение парковки. И, честно говоря, я скорее поверю в то, что у вас просто нет мозгов, чем в то, что у вас нет денег. Это просто полное позорище. Это даже сложно комментировать. Такой позор, что улицы так проектировали в 60-х годах, в 50-х годах. О том, что так делать нельзя, и о том, что так делать просто позорно. Ян Гейл писал еще 40 лет назад. 40 лет назад. Таллинская мэрия до сих пор находится примерно в средних веках и до сих пор чертит все от балды. Для тех, кто, опять же, задается вопросом, что не так, проблема заключается в том, что люди не ходят по 90 градусов. Человек – существо достаточно ленивое, и люди всегда ходят так, как проще, так, как короче. И, соответственно, на местах, где вы изначально не продумываете пешие маршруты, изначально не укладываете асфальт, образуются так называемые народные тропы. И в особенности меня привлекает вот этот участок около парковки, потому что здесь ничего не мешает сделать прямой тротуар. Нет ни одной причины этого не делать. Ошибка настолько глупая, что я обсуждал с одним вашим любимым чиновником из центристской партии этот участок, и даже он признал то, что да, это действительно глупость. Еще раз, чиновник из центристской партии. Так и быть, я из уважения к нему не буду заниматься неймдропингом, но тем не менее, даже он признал то, что это глупость. Но авторы проекта из Лосномяйской горуправы, вместо того, чтобы просто сказать, да, мы обосрались, вместо этого мы просто получаем в очередной раз какую-то клоунаду. Мы получаем клоунаду с ответом: выбор расположения тротуаров основан на удобстве пользователей. Дорогие проектировщики, я очень сильно боюсь вас расстроить, но вы не пользователи проекта, вы не пользователи этой улицы. Я понимаю, вам действительно с вашими гулькиными мозгами проще так, вам так понятнее, вам так удобней. Но вы не являетесь пользователями. Пользователи — это люди, которые там ходят. И я очень сомневаюсь, что вы найдете мне хоть одного пользователя, который скажет, что удобнее ходить под такими углами. Это настолько вопиющая некомпетентность и просто идиотизм, что это понимают даже люди в Таллинце. Вопрос к Таллинской горуправе. За что вы платите зарплаты этим идиотам? За что вы платите зарплаты кретинам, которые не могут настолько примитивных вещей понять, которым настолько не хватает компетенции? С таким уровнем проектировки нужно чертить улицы в SimCity. Самое ужасное то, что ладно, хорошо, вам все равно на приоритеты, вам все равно на пешеходов, на велосипед. Хорошо, пусть будет так. Но проблема в том, что они даже для автомобилей не могут спроектировать нормально дорогу. Мы в очередной раз открываем проект и смотрим внимательно на перекресток. И здесь, на перекрестке, что это такое? Почему у вас здесь нарисованы линии так, чтобы машины уезжали в островок безопасности? Казалось бы, здесь-то, все, невозможно здесь уже никак оправдаться. Здесь, просто, невозможно. Нет никакого здесь оправдания. Это ошибка. Думал я, но вы не забывайте, с кем мы имеем дело, и этих ребят недооценивать явно не стоит, потому что признавать ошибки — это для слабаков, признавать ошибки — для дураков. Настоящие профессионалы своего дела будут врать до последнего. И таким образом на свой вопрос, казалось бы, да, логичный, почему у вас машины из одной полосы поворачивают в островок безопасности, и вообще как здесь можно повернуть, если здесь сплошная линия, и за нее нельзя поворачивать. Как здесь вообще машины должны поворачивать? Вместо того, чтобы получить просто признание своих ошибок, получить ответ: да, мы ошиблись, да, у нас вышло что-то не получилось. Я получаю ответ: Pildil on kättemärgistus nihkes. Kattemärgistus, mitte kättemärgistus. Поверхность дороги смещена на изображении. Криворукий 3D-дизайнер, наверное, вы можете подумать. Но, зайки мои, я оставлю ссылку в описании, у вас до сих пор на вашем сайте висит проект.
у вас до сих пор на вашем сайте висит проект, в котором мы четко видим то, что у вас на проекте ровно так и нарисовано. Это не криворукий 3D-дизайнер. Это просто классический русскоязычный. И что тоже очень иронично и показательно, в своем письме я задаюсь вопросом о том, как здесь должны поворачивать люди. Потому что если мы посмотрим на проект, то это полная катастрофа. И даже на нынешнем перекрестке, который спроектирован, на мой взгляд, даже лучше, чем то, что они предлагают, мы постоянно видим здесь какие-то ДТП. Что же произойдет при новом проекте? И на этот свой вопрос я, в принципе, не получил никакого ответа, потому что, видимо, если вопрос неудобен или на вопрос нет ответа, то можно его просто проигнорировать. Как бы, кому какое дело? У меня иногда складывается впечатление, что действительно центристская партия просто всю свою стратегию черпает у Единой России. И это не удивительно, потому что вы можете помнить, что у них все это время, кучу лет, был договор о сотрудничестве, который они расторгли только в начале войны, потому что теперь-то оказалось, что Путин плохой. Никто же не знал. Никто не знал. Нас всех обманули. Оказалось, Путин плохой, с ним сотрудничать нельзя. Потому что новоязу ребята наши учились точно у кремлевских пропагандистов, потому что у них не отсутствие тротуара, а комфортное расположение для пользователей. Не неправильные приоритеты, а перпендикулярное расположение. Не криворукие бандерлоги, а смещение дороги на изображении. У них на сайте до сих пор висит кривая версия. Опять же, я надеюсь, они не успеют ее изменить до выхода видео. Зайдите просто на сайт. У них до сих пор на сайте висит кривая версия, у них висит кривая карта до сих пор. И им хватает наглости в письме скидывать мне исправленную версию и говорить, что нет, смотрите, на проект это все правильно, это у вас что-то не так, это вы куда-то не туда смотрите, это у вас 3D неправильный. На вашем сайте до сих пор висит кривая версия. Почему вы просто не можете сказать, да, мы ошиблись? Почему нужно скидывать мне исправленную версию и говорить, нет, этот брат, ты что-то попутал, у нас все нормально. В общем, дорогие друзья, такого позора, такого идиотизма и такого просто квинтэссенции мерзкой вот этой змеиной ползучести, когда ты вместо того, чтобы просто сказать «я ошибся», начинаешь врать и говорить о том, что нет, я не ошибся, это вы все неправильно поняли, вообще у всего есть оправдание. Такого я не видел давно, при условии, что я слежу за проектами в Таллине достаточно пристально. Даже я такого давно не видел. Это просто позор. И я даже не хочу говорить про вот эти велодорожки, опять, которые они опять сплошные рисуют, опять у них разделяется она одной белой полосой. Потому что, это просто, вы не просто не учитесь на чужих ошибках, вы даже не можете научиться на своих. Сколько еще лет вам нужно рисовать вот эти смежные велодорожки, которые разделены краской, чтобы вы наконец-то поняли, что они не работают? Я еще жил в Нарве, мне было лет 10, когда у нас начали рисовать эти велодорожки, которые были разделены краской, и еще лет в 10, мне было 10 лет, я не знал слова урбанистика. В 10 лет я понимал, что они не работают. Я не понимал, зачем их рисуют в 10 лет. Вы сидите просто узколобые дегенераты, за огромные зарплаты рисуете просто одну и ту же хрень, которая не работает. И опять же, вот казалось бы, да, у нас даже в самом Таллине есть огромное количество примеров. У нас есть в Гансиоре, у нас есть в самом центре напротив парка Тамсере участок, у нас есть в Телескиве такие участки, у нас есть такие участки по всему городу. Мы знаем доподлинно, что они не работают. Мы можем пойти на любой из этих участков в любое время суток, и мы увидим то, что они не работают. Никого не волнует эта разметка. Никого. И при этом всем они все равно продолжают ее чертить. Но нет, мне смело отвечают, что не соглашусь с вашим мнением. Велодорожка и пешеходная зона разделены камнями, а не краской. Камнем. Да. Камень это другое. Камень это не краска. Камень-то он же магический. Все знают эти волшебные свойства камней. Все видели вот эти волшебные камни на Гансиоре. Все видели, что они там работают. Камень. Pärtel, помоги мне. Tere, minu nimi on Pärtel-Peeter Pere, mina olen Tallinna rattalinnapea. Varraku tänava uus disain ei keskendu inimeste huvidele,
vaid linnavalitsuse välja pakutu keskendub ühele tehnoloogiale, ühele liikumisviisile, autosõidule. Kui meil on laiad teed ja on võimalik laugetes kurvides mugavalt autoga kiiresti sõita, siis inimesed istuvad autodesse, sest niimoodi on kiire ja mugav sõita. Mida ehitame, seda me saame. See on aastakümneid tõestatud nähtus nimega esile kutsutud nõudlus, induced demand. Kui me ehitame häid sõiduteid autodele, inimesed kasutavad neid. Kõigil on õigus sõita autoga, kasutada autot. See on linn, inimesed teevad seda. Keegi ei keela seda ära. Varraku tänavas elavad inimesed, siin on kool. Tallinna arengukavades on kirjutatud, et ühistranspordi kasutajate osakaal, jalakäijate arv ja ratturite arv tõuseb. Selline keskkond taastoodab autostumist. Miks peavad jalakäijad siin tänavas käima 90-kraadiste nurkade all? Miks need marsruudid on valitud sellised? Miks on ühistranspordi peatus viidud koolist kaugemale ja autopeatusparkla tehtud sinna ukse ette? See tänavadisain ütleb, et tulge kõik autoga, palun kooli. Ja see on paljude jaoks valik. Paljude jaoks ei ole. Kus peaksid ratturid siin tänavas sõitma? Rattateed ja kõnniteed peavad olema üksteisest eraldatud. Jagatud tee on kõnnitee, kus elektritõukerattad, jalgrattad ohustavad jalakäijaid ja vastupidi. Need teed tuleb oma vahel eraldada füüsilise barjääriga, mururibaga, kui on tänaval vähegi ruumi. Ja Varraku tänaval ruumi on. Alternatiivina on pidevjooned, liiklusmärgid, piktogrammid tänavatel, on pollarid, ehkki see oleks siinkohal vast dramaatiline võimalus ja ka on. Ja siin ei ole proovitud neidki kasutada, sest kus teede ristumiskohas peaks kes kellele kuidas teed andma? Jalakäija ratturile, rattur ratturile. Kuniks Tallinna linnavalitsus, kuniks Tallinna linnapea ei ole suutnud välja vahetada Tallinna Transpordiameti ja Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti juhte, kes on toonud meieni need tänavad selle autostumise ja kes taas toodavad sellist asja, mis töötavad vastu Tallinna arengukavadele. Kuniks neid inimesi välja ei vahetata, ei näe me siin linnas mitte mingeid muutusi. Я несколько раз от разных центристов слышал одну и ту же претензию ко мне, то что Артем, мол, мало конструктивен, потому что с вами, бандерлогами, невозможно ничего обсуждать, потому что вам приводят конкретные аргументы, и вместо того, чтобы признавать ошибки и действительно хоть как-то пытаться сделать что-то лучше, ты скорее получишь миллион отмазок. Тебе скорее докажут, что 2 плюс 2 равно 7, чем признают, что допустили ошибку. С вами невозможно спорить. И единственная борьба с вами может заключаться в том, чтобы вас не было.